Суицид Сквидварда. В течение года 2005 я проходил стажировку на студии Nickelodeon, чтобы получить степень в анимации. Она не оплачивалась, как и большинство стажировок, но давала некоторые преимущества после обучения. Это не покажется чем-то значительным для взрослых, но в то время большинство детей обосрались бы от радости от этого. Так я работал непосредственно с редакторами и аниматорами. Я имел доступ к новым эпизодам за несколько дней до их выпуска в эфир. Я перейду прямо к теме, безо всяких ненужных деталей. Они совсем недавно сделали полнометражку «Спанч Боб», и весь штат как бы застыл в недостатке идей, поэтому им потребовалось много времени для запуска следующего сезона. Но задержка продлилась дольше по более серьезным причинам. Была проблема с первой серией 4-го сезона, которая отбросила процесс на несколько месяцев назад. Я и два других стажера были в студии с аниматорами и редакторами звука для финальной обработки. Мы получили копию, которая должна была быть Fear of a Krabby Patty, и собрались у экрана, чтобы посмотреть серию. Внутри студии существовало что-то вроде местной шутки, и часто название серии на карточке менялось на непристойные, но только на неокончательной версии серии. Например, как «Секс не работает» вместо «Прощай, двустворчатый моллюск», когда Патрик и Спанч Боб усыновили морского гребешка. Ничего особенно смешного, но работа заполнялась хихиканьем. Итак, когда мы увидели карточку с названием «Suicide Squidward», то подумали, что это просто чья-то ненормальная шутка. У одного из стажеров вырвался смешок при виде названия. Начальная музыка заиграла, как обычно. Серия начинается с того, что Сквидвард играет на кларнете. Попадает не в те ноты, в общем, как и всегда. Мы слышим смех Спанч Боба. Сквидвард останавливается и кричит, чтобы Спанч Боб успокоился, так как Сквидварду нужно тренироваться, потому что у него концерт этим вечером. Спанч Боб говорит, что нет проблемы, уходит к Патрику и Сэнди. Пузырьки заполняют экран, и мы видим завершение концерта Сквидварда. С этого момента происходит «Ящее перестало быть нормальным». Во время игры некоторые кадры повторяются, а звук нет. В этом случае звук синхронизируется с анимацией так, да, но это не распространено. Но когда он прекращает играть, звук обрывается, как будто и не было никакого пропуска. Слышен легкий шепот в толпе, прежде чем зрители освистали его. Освистывание довольно популярно в мультфильмах, но в этой серии можно было четко услышать злобу. Крупный план Сквидварда, он выглядит очень напуганно. Следующие кадры показывают толпу, в центре которой Спанч Боб. И он тоже кричал вместе с толпой на Сквидварда, что очень на него не похоже. Но это далеко не самое странное. Что действительно странно, так это суперреалистичные глаза. Очень детализированные, конечно, не человеческие глаза, но точно что-то реальнее, чем компьютерная картинка. Зрачки были красными, некоторые из нас озадаченно смотрели друг на друга, но так как мы не авторы, то вопросов не задавали до тех пор, пока не появились дети. Кадр показывает Сквидварда, сидящего на краю своей кровати. Он выглядел очень несчастным. Из его окна видно ночное небо, значит, прошло не так много времени после концерта. Самое напрягающее из всего этого — отсутствие вообще какого-либо звука. Буквально ни звука. Как будто колонки в студии вдруг выключились. Хотя лампочка показывала, что они прекрасно работали. Он сидел и просто моргал в тишине секунд 30, потом начал тихо всхлипывать. Он положил свои руки, щупальца на глаза и заплакал. Так прошла целая минута или больше. В это время звук вырос из ничего до едва различимого. Это напоминало легкий лесной бриз. Дальше экран плавно увеличивает лицо Сквидварда. Под плавно я подразумеваю то, что это заметно только когда кадры разделены между собой каждые 10 секундами.
Его рыдание становится все громче, наполняется злостью и болью. Затем экран задергался, как будто пытался объявить сам себе всего на долю секунды. Потом вернулся к прежнему состоянию. Ветер сквозь деревья становился все громче и громче, как будто где-то назревает шторм. Этот звук был жутким, и рыдания Сквидварда казались реальными, как будто звук не был из колонок, а сами колонки были отверстиями, через которые он проникает с другой стороны. На фоне ветра и рыданий очень слабо звучал смех. Его было слышно в случайные интервалы, и он длился больше секунды, так что вам пришлось бы тяжело, если бы вы прикрепили это к анимации. Мы смотрели эту серию дважды, извините меня, если мои уточнения кажутся слишком узкопрофессионализированными, но у меня было достаточно времени обдумать все это. Через 30 секунд экран стал мутным и задергался очень сильно, кое-что высвечивалось на экране, как будто единственный кадр заменялся. Главный редактор нажал на паузу и перемотал кадр за кадром. То, что мы увидели, было кошмарно. Это был неподвижный кадр мертвого ребенка. Ему было не больше 6. Лицо было изуродовано и окровавлено. Один глаз списал по его перевернутому лицу, выковырено из глазницы. Он был раздет до нижнего белья. Его живот был грубо спорот, и все его внутренности лежали рядом. Самое ужасное то, что рядом виднелась тень фотографа. Тем не менее, там не было никакой полицейской ограждающей ленты, никаких знаков улик или обводки мелом. Да и сам ракурс был не такой, как делают для сбора улик. Это указывало на то, что фотограф виновен в смерти ребенка. Мы побледнели от ужаса, но нажали на плей в надежде, что это была чья-то больная шутка. Экран снова показывает Сквидварда, который плачет сильнее, чем раньше, и только половина тела в кадре. На его лице появилась кровь, которая текла из глаз, и тоже была нарисована суперреалистично. Настолько, что казалось, если дотронуться до экрана, то твои пальцы будут в крови. Ветер звучал так, как будто это была буря в лесу. Был даже слышен звук ветвей. Смех, глубокий баритон, теперь длился более долгими интервалами и был слышен чаще. Через 20 секунд экран затрясло, и опять в кадре появилась фотография. Редактор не хотел отматывать назад, как и все мы, но он знал, что должен. На этот раз в кадре была маленькая девочка, не старше предыдущего ребенка. Она лежала на животе. Ее заколки валялись в луже крови рядом с ней. Ее левый глаз также был выдернут из глазницы и открыт. Она была раздета, на ней остались только трусы. Ее внутренности лежали на ее спине вдоль другого грубого разреза. Снова тело лежало на улице, и была видна тень фотографа, очень похожая на тень с первого снимка. Я подавил рвоту, один стажер, единственная девушка в комнате, выбежала. Серия продолжалась. Через 5 секунд после второй фотографии в кадре появился Сквидвард. В абсолютной тишине, так как будто сцена начиналась заново. Он положил щупальца на глаза, которые на этот раз выглядели суперреалистично, как и у толпы в начале эпизода. Они были налиты кровью, пульсировали и кровоточили. Он смотрел из-за экрана, просто смотрел на зрителя. Через 10 секунд он начал рыдать, на этот раз не закрывая глаза. Звук был проникающим и громким. Страх вызывало то, что его рыдания были смешаны с криками. Слезы и кровь стекали по его лицу огромными потоками. Звук ветра вернулся, так же, как и глубокий смех. На этот раз фотография заняла 5 кадров. Аниматор был в состоянии остановить это на 4-м и отмотать. На этот раз это снова был мальчик того же возраста, но общая картина была другая. Внутренности только вытаскивались из живота большой рукой. Правый глаз вытащен и висит, кровь стекает вниз. Аниматор продолжил. В это трудно поверить, но следующий кадр отличался, мы только не могли понять, чем. Аниматор перешел к следующему кадру, то же самое. Он снова вернулся к первому, проиграл все быстрее, и я не выдержал.
Меня стошнило на пол, аниматор и редактор звука с трудом дышали перед экраном. 5 кадров не были разными фотографиями. Они были кадрами одного видео. Мы видели, как рука медленно доставала кишки, мы видели, что глаза ребенка сосредоточены на этом. Мы видели 2 кадра, на которых ребенок начал моргать. Главный редактор звука сказал остановить это и что он должен позвать автора, чтобы тот увидел это. Мистер Хилленберг пришел через 15 минут. Он не понимал, почему его вызвали туда вниз. Редактор нажал на кнопку, чтобы увидеть продолжение эпизода. Промелькнуло несколько кадров, сопровождаемые криками, весь звук снова полностью остановился. Сквидвард снова смотрел прямо на зрителя, весь экран только его лицо, и так около 3 секунд. Картинка быстро сменялась, и мы услышали все тот же глубокий голос, который произнес «Сделай это!». И мы видим пистолет в руках Сквидварда. Он немедленно вставил пистолет в рот и нажал на курок. Реалистичная кровь и мозги разбрызгиваются по стене за ним, по его кровати, и он отлетает силой назад. Последние 5 секунд эпизода показывают тело Сквидварда. Лежащий на кровати, один глаз свисает над полом на том, что было левой частью его головы, смотря равнодушно на все это. На этом эпизод заканчивается. Мистер Хилленберг был совершенно точно раздражен этим. Он потребовал узнать, что это, черт возьми, было. Большинство людей покинуло комнату, и нас осталось немного тех, кто увидел это снова. Двойной просмотр этого эпизода только отпечатал весь его ужас в моей голове, что стало причиной невыносимых ночных кошмаров. Я сожалею, что остался. Файл был изменен кем-то в цели редактирования, от прорисовки до той самой студии финальной обработки. Это единственное, что мы могли предположить. Позвали технического директора проанализировать записи и узнать, когда же это случилось. Анализ файла показал, что редактирование происходило поверх нового материала. Однако временная отметка показывала, что запись была произведена на 24 секунды до того, как мы начали просмотр. Все оборудование было тщательно проверено, весь софт был протестирован на неполадки и сбои, как если бы аппаратура могла поставить не то время на записи из-за сбоев. Но все работало отлично. Мы не знаем, что это было, до тех пор не знает никто. Было исследование на основе этих фотографий, которое ничего не дало. Ни один ребенок не был опознан, никаких подсказок не было получено на основе сведений из видео. Я никогда не верил в необъяснимое до этого. Сейчас, когда что-то случается, этому нет объяснения, кроме какого-нибудь бредового свидетельства, я думаю дважды прежде чем сделать выводы.